Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на мой канал. Вы снова на Мальфаровой свече. И с вами Каролина. И мы сейчас с вами погадаем и посмотрим, а что впереди нас с вами ждет. Каким событиям нам нужно быть готовыми. Можете задать вопрос мирозданию. Возможно, вас услышит мироздание, и вы сейчас получите ответ прямо во время нашей отливки на ваш вопрос. Итак, мои любимые, мы начинаем. Спасибо вам, дорогие мои, что вы есть у меня. Не забудьте подписаться, поддержать это видео, на колокольчик нажать, комментарий, да, оставить лайк, поставить. И, дорогие мои, переходите на мои другие каналы, на мой телеграм, на мой канал с игральными картами, на мой канал с таро-гаданиями. Все ссылочки есть под видео, пожалуйста. А также, может быть, кто-то хочет чистку, например, или личное гадание на Таро, пожалуйста, обращайтесь. Все есть мои телефоны, все есть. Нужно зайти на сам канал, и там все вы прочтете. Вот смотрите, как будто мужчина держит в руках сову. Сова. Что у нас сова? Это символ мудрости. Это значит, что этот человек как-то мудро поступит, да? Может быть, например, послушает слова мудрого человека. Может быть, что-то прочтет, чью-то мудрость, да, или, ты, не знаю, фильм посмотрит, вот какие-то чьи-то там умные мысли какого-то философа, да? Как-то сопоставит со своей, может быть, ситуацией и поступит правильно, так, что будет для вас обоих это хорошо, полезно, правильно, перспективно, понимаете? Вот, так что мужчина умничка у нас тут показан, да. Вот смотрите, два человека стоят друг напротив друга и смотрят друг на друга, как в зеркало, как будто, знаете, как в отражение друг друга. Ну, здесь, скорее всего, показаны какие-то очень похожие люди, да, например, похожи по характеру. Э, С одной стороны, они друг друга, наверное, и понимают с полуслова, чувствуют, плюс прозрачно читают, как говорится, друг друга, да, вот когда, ну, знаешь партнера как облупленного, вот. Еще и похожи по характеру, вот в чем дело. И здесь, если, например, оба человека вот упертые такие, например, им трудно пойти на уступки, вот они оба, да, похожи как-то. Но здесь есть вот подсказка. Всегда вы можете договориться, потому что ваш путь к гармонии идет через разговор, через договоренность. Вот и все. Между этими двумя людьми стоит зеркало и стоит над зеркалом семерка. Семерка это разговор. То есть поговорите, и вы все решите. Не надо дуться, не надо молчать. Разговор это ваше все. Вы решите любые ваши проблемы и вопросы. Вот. Да, кстати, это еще может проиграться, ну, как, конечно, как для пары, но это может еще проиграться, например, для близнецов. Вот не зря здесь, да, люди смотрят друг на друга, как в зеркало, как отражение свое видят. Поэтому, может быть, я понимаю, процент маленький, но я должна это озвучить. Может коснуться каких-то близнецов. Так, вы знаете, такая картина вот мне показывает, как будто вот засохшая земля, потресканная такая, знаете, как в засуху, когда она вот так вот выглядит. И вот подходит человек, открывает краник, и оттуда прямо хлещет, идет поток чистой воды. Благодаря ей как оживает все вокруг, понимаете? Это как живая вода, вот так вот бы я сказала. Она оживает все, что уже оживляет, да, все, что уже засыхало или засохло, или чуть не умирало. Но здесь, смотрите, отношения, опять же, отношения между людьми будет у вас какой-то очень искренний, доверительный разговор, который поможет восстановить то, что казалось уже засохшим, да, как чуть ли не уже как будто все уже оживить невозможно. И все будет оживать. Будут оживать ваши чувства, ваши мечты, ваши надежды на будущее. Вот. Прямо у нас сегодня ода слову, да, что называется. Так, а вот такое ощущение, смотрите, как блестят вот на солнце 3 ключа. И выглядят так, знаете, как старинные, такие какие-то медные ключи блестят на солнце, привлекательно довольно-таки. Вы знаете, это всегда у нас значит, это решение. Это решение каких-то 3 вопросов. Вот так вот бы я сказала. Может быть, что угодно, конечно, да. 3 задачи, 3 вопроса, 3 проблемы. А вы знаете, вот прямо сейчас в вашей голове могут эти вот ваши задачи возникнуть. То есть прямо вот пролететь мысленно, да, вот они все решатся. Причем даже те, которые, казалось бы, нерешаемыми, да, казалось бы, да, ну это вообще прямо никак не поддается. Вот решится, вот подастся.
Это будет как-то, ну, чуть ли не как одновременно, или это как такой цепочкой. Знаете, вот одно решилось, второе решилось и третье решилось. Такой вот момент идет. Вижу, мужчина заглядывает в женские глаза, заглядывает, ищет там любовь, девочки, ждет какие-то знаки или в открытую хочет услышать какие-то слова. Вот, какое-то подтверждение ему надо. А женщина вот либо не понимает этого, да, что от нее хотят, либо умышленно дразнит его, просто дразнит, как бы такой формат любви, да. Вот сидят на камушке, смотрите, камушек, да, и вот сидят, вот женщина сидит, вот мужчина, сидят, разговаривают, смотрят друг на друга. Камушек делят пополам. У мужчины в голове, смотрите, сосуд такой, сосуд, вода, чаша, любовь. Мужчина будет говорить, будете сидеть что-то на чем-то одном, как бы, ну, как на одном стуле, что ли, на одном диване, я не знаю. Ну, здесь как на камне показано. Мужчина будет признаваться вам, говорить, что вы ему нравитесь, что он вас любит, да, вот такой момент. Женщина сидит, его слушает. Кто-то наконец-то уберет, вы знаете, какую-то преграду, которая мешала иметь вам хорошие деньги, жить богато, жить достойно. Я вот здесь смотрю, возможно, у вас был или есть человек, который тратит все ваши деньги, да, на шее сидит, не хочет, например, работать или не может. Вот. Он как-то слезет с вашей шеи. А у кого-то, может быть, например, были долги, кредиты, может быть, были. Да, вот эта история подходит к концу, к завершению. Вы как бы вздохнете полной грудью, то, что вы сможете жить наполненно, вот действительно заработанное свое честным, как говорится, трудом, тратить как вам хочется, как вам угодно, да. Здесь вот идет какая-то большая классная такая свобода и наслаждение своим заработанным. Вот так вот вижу я. Так. А вот смотрите, здесь вот выбор между прошлым и будущим. Кто-то стоит на развилке, вот стоит человек, вот развилка, стоит между прошлым и будущим. Выбирает. Вы знаете, выбор будет сложным. Но в глубине души человек, который стоит сейчас на развилке, может быть мужчина, может быть женщина, этот человек знает, что он выберет. Ему просто как будто трудно самому себе честно ответить, как я хочу жить, где и с кем я хочу жить, с кем я буду счастлив или счастлива, да, где я буду счастлив. Вот. Вы знаете, когда вы примете окончательное решение и даже его озвучите, вам станет невероятно легко то, что вы это решение приняли. Единственная подсказка, это я вам ее дам, конечно, маленькая. Выбирайте сердцем, оно не обманет. Вот такая вот вам подсказочка. Так, вот смотрите, какая у нас тут такая ведьмочка на метле. Ведьмочка. Ну, может быть, кто-то действительно там чарует, да, хочет приколдовать, повернуть к себе мужчину, допустим, который нравится. Тут вот и колпак ведьмовский есть. Вот, но она у нас тут такая смешная, как бы не вредная. Я не могу сейчас сказать, что это вам кто-то порчу какую-то делает. Это вот что-то даже с юмором как-то идет, да, с какими-то шутками. Вот. Может быть, кто-то будете вы, не знаю, с подружками соберетесь и будете что-то там гадать все вместе, да, почувствуете себя какими-то ведьмочками. В общем, негатива тут нет, вот так вот сразу скажу. Перестановки на работе идут. Как будто много мыслей о дальнейшем, и мысли какие-то такие, знаете, ну, немножечко как пугают. Здесь какая-то вам будет предложена альтернатива тому, что есть сейчас. Вот. И она не будет хуже. Она будет либо равноценна, либо даже лучше. Поэтому не волнуйтесь. Здесь четко идет предложение. Вот вас все-таки на работе ценят. Вы специалист хороший в чем-то, да, и ваши, ну, то, что перестановки, вот кто пришел ко мне на отливочку, для вас эта информация идет, да, что вы, нормально у вас все будет, можно не бояться вот этих перестановок. Так, дальше. Смотрите, кто-то как будто крепко держит в руках то, что у него когда-то из рук вывалилось. Вот в чем дело. Вернее, или вываливалось, вываливается сейчас, может, в данный жизненный момент, да. Но у человека настолько есть мощное, сильное желание вот удержать вот это свое, да, что вы удержите даже то, что вываливается из рук. Это может быть, любимые мои, и отношения, конечно, и там семейные отношения, и любовные отношения, и работа, и дружба, и что-то материальное может быть.
там недвижимость, допустим, да, что-то такое вы держите крепко. Деньги тоже могут быть. Может быть, у вас есть какая-то борьба с кем-то. Вот вы удержите. И здесь, знаете как? Здесь как несколько идет слагаемых. Почему так получится? Первое, вы сами, то, что вы борец за свое. Второе, какой-то вам еще будет все-таки помощь со стороны, подсказка, помощь. Вот кто-то еще будет на вашей стороне, человек, который вот в чем-то вас поддержит. И здесь все-таки идет очень активная, знаете, какая поддержка? Высших сил. Вот как будто, значит, все, что вы тут хотите удержать в своих руках, сохранить, да, семью кто-то хочет сохранить, значит, это как бы, ну, действительно ваше. Вот, по судьбе, да, по справедливости, по правде, да. Вот, поэтому вот не бойтесь дальше. Смотрите, и вот вам еще тоже такая, ну, подсказка, не подсказка, многие знают. Все-таки поблагодарите Вселенную, отправьте благотворительный взнос. Вот, куда вам сердце подскажет. Простите кому-то его ошибку. Особенно, если человек, например, попросил, просит прощения, да. Покормите птиц. То есть делайте добрые дела. Прямо вот скажите, да, мирозданию, что я благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. Вот, и все решится у вас, все будет хорошо. Опять же, высшие силы очень любят благодарность. Это все мы знаем, да? Поэтому, как бы, рассчитывая, что и в будущем будет поддержка, ну, благодарите, пожалуйста, да. Мы же люди, друг другу говорим же спасибо, правда, за доброе дело, за добро какое-то. Так же и здесь, потому что это все живые энергии. Так, вот здесь видела, вот она. Просто хотела озвучить, и дальше мы сейчас прочтем. Значит, женщина такая здесь показана, знаете, придирчивая такая. То есть женщина, которая, скажем так, воспитывает всех, донимает всех, придирается, вот буквально, да. Может, где-то и можно смолчать, а она все равно не смолчит. Вид у нее здесь вот либо короткая стрижка, такая седоватая, там седая есть немножко, либо волосы вот подобраны, поэтому мне они кажутся короткими, да. Вот этот человек, она как сядет в лужу, знаете, как-то ходит всех, донимает, донимает, а в итоге сама вот плюхнется в эту лужу и окажется в глупейшей какой-то ситуации. Но я это вижу и читаю как урок для этой женщины, в том, что надо вообще быть с людьми на равных, да, надо с небес опуститься, а то такое впечатление, что она сама себя короновала, да, что она считает себя прям вот в чем-то очень умной, мудрой королевой. И чтобы она как бы поняла и приняла, что она ничем не лучше других, и тоже может и ошибаться, и глупости делать, да. Какой-то человек к вам, ну, имеет отношение этот человек, к кому-то из моих зрителей, не говорю, что ко всем. Вот, этот, ну, как-то человек играет какую-то роль в вашей жизни. Может, это родня есть такая у вас, такой родной человек, да. Или на работе кто-то есть, который человек все время к вам цепляется, да, что вы что-то там не так делаете. Ну, вот так вот. Ну, тут такой сюрприз будет преподнесен для этой женщины, чтобы она тоже немножечко приспустилась, что называется, да? Так, смотрите. Вот здесь вот вижу романтические отношения кому-то идут, начнутся. Вот прямо, знаете, как будто вы и в мыслях не держали, и вообще другим голова занята, да? Много дел, много каких-то задач, вот. А тут на тебе, откуда ни возьмись, начнется, да? Ну, вам очень понравится этот человек, очень понравится общение с ним. И что здесь важно, что не только вот внешне, да, а внутренний человек вам очень понравится. Вот как он мыслит, как он видит мир, как он себя ведет в этом мире с другими людьми, как он проявляет себя, да, как он с вами себя ведет и проявляет. Все это будет очень вам приятно. Вот. И знаете, вы как будто сами откроете себя с другой стороны, с которой вы себя, может быть, не знали или давно забыли, что вы тоже можете быть очень мягкой, допустим, очень нежной, романтичной, и у вас этого всего сполна. Просто, может быть, некому было это проявлять. Да? Мир такой жесткий. Мужчины тоже такие очень много жесткие, грубые, да. И женщины тоже закрываются. Вот. Потому что, ну, куда проявлять эту нежность свою, эту мягкость, да, когда вот как будто надо защищаться, да, броню какую-то держать. Вот. Вот с этим человеком не надо будет брони, не надо будет защищаться. Сможете с ним вот
себя раскрыть полностью, какая вы есть. Я думаю, что мы на этом и остановимся, потому что оно очень вообще такое приятное. Пусть вот завершение нашего гадания будет именно на такой ноте. Вот то, что мы вылили, любимые мои. Мы с вами большие умнички. Я вот так хочу, чтобы не было мне горячо, да? Большие умнички. Видите, пятна, узлы там и все прочее. Это все, что мы запаяли. Все вот эти ваши, все, кто что нахватался, да, кто куда влез. Ну, порча, зависть, это вот самое такое легкое, простое, что каждый день прилипает. Вот это мы выливаем тоже. И вот здесь, смотрите, здесь как будто переезжать будет кто-то. Видите, дом, да, крыша дома, а вот это здесь как лошадь, лошадка такая, да, которая вот переезд, да, вот так бы я сказала. Видно вам? Вот смотрите, да, переезд. Вот лошадка запряжена, и у нее, скажем, в этой кибитке как бы дом. Это переезд, девочки. Кто-то будет менять место жительства. Я же не скажу, что все, прямо тысячи людей, которые меня посмотрели. Ну, кто-то будет переезжать, менять свой дом. Вот. Жили, может, в доме будете, в квартире, или наоборот, или менять город, даже менять страну. Так тоже может быть. Вот такое сегодня гадание, любимые мои. Всех люблю и обнимаю, всем желаю всех благ земных, здоровья, счастья, любви, гармонии, взаимопонимания, успехов, денег, да, и, конечно, мирного неба над головой. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.